Всем привет! В этом видео я покажу, как правильно организовывать ферму руды, как строить механизмы, как их правильно лучше строить. Поделюсь какими-то своими эффективными, может быть, полезными фичами, фишками, которые я понял за все время прохождения игры, со старта получается. Поэтому приятного просмотра. Поехали! Давайте для начала я вам покажу, как добывать руду и начну с ее добычи. На карте вы можете найти местонахождение руды в разных местах. В идеале добычу ресурсов на каждом из них нужно поставить. Вот, например, мы видим вот здесь у нас есть минералы, здесь и вот здесь. Ну, короче, много везде они есть. Нам везде к этому нужно провести электроэнергию, запитать, поставить буровые установки и начать добывать руду для дальнейших действий. Игра вас проведет вначале по обучению, как добывать эту руду, и вначале мы будем юзать слабые портативные установки, вот, которые выглядят как вот так вот. Но мы забудем о них сразу, как только по сюжету нам выдадут уже нормальные буровые установки. Вот эти вот буровые установки. Они электрические, автоматические, то есть ты ее поставил, она работает, руда поступает тебе на склад. Все это происходит быстро, без твоего участия. Короче, супер вещь. Вот, например, добыча моей руды, которая находится рядом с моей главной базой. Для того, чтобы организовать такую буревую станцию, для этого мне потребовалось проложить вышки электропередачи. То есть мы буквально протягивали вышки. То есть берем, ставим вышку, начинаем передачу. Можем уже заранее, кстати, взять саму вышку, нажать, чтобы не пропустить расстояние. Потому что бывает так, что ты поставишь эту вышку, а расстояние до нее уже слишком больше, чем нужно. Берем, идем. Ну вот, например, да, вот я и поставил ее здесь. То есть подтверждаем и подключаем. Видите, расстояние больше, чем нужно. Но что делать, если расстояние больше, чем нужно, а вы уже протягиваете кабель передачи? Для этого вам не нужно отключать и все заново делать. Для этого вы просто переходите в сведения о сооружении, нажимаете «Переместить», чуть-чуть поближе пододвигаете, например, ну, вот сюда, да, и подключаете кабель. Все, у вас запиталось. Дальше вам нужно... Изначально они автоматически работают только от электричества. Саму передачу кабеля вы к ним сделать не можете. Для этого нужны вот такие линии. Электрический пилон. То есть мы берем его, выбираем то место, где нам нужно, чтобы было электричество. В данном случае вот я его поставил здесь, потому что оно захватывает здесь все три буровые установки. Например, потому что если я сделаю вот так вот, будут захвачены только две буровые установки, а третья не будет. Это не очень эффективно. Мы стараемся минимизировать затраты, поэтому берем и ставим вот так вот на 3 добывающие установки. И все. Они, получается, питаются от электричества. Здесь мы начинаем передачу сети, подключаем самые главные вышки электропередачи. У вас все питается. Они работают и автоматически поступают на ваш главный склад. Но вот тут вот есть еще три, которые тоже не дотягиваются, да, соответственно, мне нужно здесь было поставить еще один пилон. Вот поставил один пилон, протянул до вышки, и все прекрасно работает, камни добываются. Как вот убрать ненужные постройки, которые вы сделали, и по сути... О, ладно. Вы сделали постройку, она вам уже здесь не нужна, перемещать вы ее тоже не хотите, вам ее нужно просто убрать. Для этого переходим в сведения о сооружении, нажимаем «Убрать», все, и она убирается в запас. Вернемся к нашей главной базе, видим, что руда уже у нас поступает, все ок, и нам надо заняться переработкой руды уже в более идеальной формы. Из этого мы можем создать кучу различных машин, материалов. Первое, что надо сделать при их переработке, это не совершить ошибку. Например, самое главное и распространенное, вы занимаете все три полосы для переработки одной руды, и у вас не остается места под другие задачи. Вы думаете, что так ускорится процесс, но нет. Почему это также плохо работает? Потому что у вас три входа и три выхода, но при этом
Вот здесь у вас максимум это 50 камней. То есть, если даже вам сюда поступает, ну, больше камней, соответственно, больше 50, они сюда залезть не могут, будут перерабатываться максимум все равно 50. Соответственно, выгоднее сделать просто один вход и один выход, но при этом сделать его максимально коротким, а не как бывает, что прокладываются вот такие тропы, получаются, вот такой длины, и тогда, естественно, переработка занимает гораздо больше времени, потому что пока она доедет по этому конвейеру, уже пройдет большое количество времени. В принципе, можно обойтись вот таким вот примером. Вот это будет работать на полную мощность и максимальной эффективностью. И еще позволяет сэкономить место к тому же, потому что у вас свободны, естественно, вот эти входы для каких-то других целей. Как построить вот эту штуку, чтобы все оно работало идеально? Мы просто подходим сюда, к главному порту, нажимаем на порт входа, выбираем предмет, который необходимо нам переработать. В данном случае вот самый нужный и везде абсолютно это вот ориджиниевая руда. Прокладываем линию, ставим модуль очистки, выбираем формулу, по которой идет. Далее протягиваем линию обратно в блок автоматизации. Кстати, да, самое еще главное, что я хотел сказать. Сначала я, кстати, не знал, для чего нужны вот эти вот порты. Я, как и показывается в обучениях, делал просто вот так вот. И все. И ждал, когда приходит перемолотая руда. И вот таким образом ее самостоятельно забирал. Все это очень сильно отнимает время. Так делать, естественно, нельзя. Все это нужно автоматизировать. Вот, убираем ее, эту линию. То есть мы берем, прокладываем линию до вот этого порта обратно, то есть в саму базу. Руда, то есть перерабатывается, изготавливается более совершенная форма и обратно поступает на завод. Там, где она и хранится, то есть где она, вот эта вот штука, вот мы видим, что местное хранилище, и оно пополняется с каким-то там периодом. Также мы максимально экономим место, то есть мы видим, что я специально поставил электрический пилон таким образом, чтобы он не стоял где-то без дела, не отнимал места, но при этом вроде бы как помогал, проводил электричество. Вот на данный момент он раздает электричество не только модулю очистки, но и модулю снаряжения. То есть он многозадачный в данном случае, при этом он не стоит где-то и не мешается. То есть, если вы хотите максимально эффективно устроить завод, и при этом у вас еще очень маленькая открытая территория, вот это вам, наверное, поможет, скорее всего. Вскоре игра от вас потребует изготавливать специальные сеты, местные артефакты, вот данные вещи. Для всех них нужны специальные материалы. Вам понадобятся вот такие компоненты, которые помогут создавать артефакты и ставить их на персонажа, что, естественно, очень важно при прохождении сюжета, выполнении миссий. И, в принципе, без артефактов, ну, вряд ли вы справитесь с каким-то сильным боссом. Мы нажимаем на вкладочку вот здесь вот. Видим, что для этого требуется. Хотим посмотреть цепочку. Таким образом, мы понимаем, что требуется нам для того, чтобы создать подобную вещь. Игра изначально дает нам чертежи, но чаще всего они сделаны ужасно громоздко и только больше путают, они упрощают процесс. Например, размещаем, то есть мы видим, да? Вот два модуля снаряжения. Они делают, по сути, одно и то же самое, только в данном случае мое экономит место, время, изготавливается гораздо быстрее, а другой отнимает это время. Соответственно, чертежи, которые привносит сама игра, они, конечно, помогают понять, как это работает, как работает этот принцип. Но в дальнейшем лучше, конечно, не использовать чертежи, которые предлагает вам сама игра. Лучше брать, например, примеры чертежей, которые делают сами пользователи, либо все-таки додуматься самостоятельно, либо сделать необходимые под свои нужды самостоятельно. Здесь стоит задача, какие камни пропускать, но мы точно так же можем сделать это в самих портах. Сюда выбираем порт и выбираем тот предмет, который необходимо, чтобы поступал в модуль снаряжения. Здесь мы делаем то же самое, выбираем тот материал, который нам нужен, и все. Все работает. Далее мы, естественно, протягиваем обратно на завод
изготавливаемые материалы, чтобы они это автоматически делались, даже когда вы спите, не играете, а у вас здесь автоматически все пополняется. Настраивайте таким образом под свои нужды. Не забывайте, что у вас не один завод, где вы можете это делать. У вас есть, по крайней мере, даже на первой локации их как минимум еще дополнительно два. То есть один находится в перевале, другой находится в центре. То есть вы не должны переживать за то, что делать, если у меня заняты все порты, я больше не могу ничего делать. Нет, вы можете, естественно, все дальше делать. Просто делать это уже на других базах, которые находятся не на основной. Данная база у меня сейчас направлена на то, чтобы сделать артефакты для всех моих 4 персонажей, хотя бы хоть какие-то, чтобы я мог дальше проходить по сюжету, собирать гемы быстрее и крутить персонажей. Также бывает такое, что вот здесь вот, например, заканчивается электричество, то есть не хватает энергии. Но вот для этого, например, здесь нет портов больше. Для этого я, естественно, перехожу на другой завод и поставил такие пауэрбанки, которые питают и дают мне еще больше вот какую-то энергию, чтобы я мог дальше существовать здесь. Пока оно у меня здесь не особо что-то делается, ну, в дальнейшем, может быть, что-нибудь и придумаем. Также я хотел поговорить о такой вещи, как о развитии регионов, об управлении аванпостов. То есть это важная штука, где мы получаем вот данную валюту, которая нам очень необходима в дальнейшем для разных магазинов, для прокачки терминалов, перераспределения резервов, для увеличения площади самих баз. Обязательно не забываем управлять аванпостами. Все это делается достаточно просто. Ставим челика, который вам необходим, который больше всего подходит под данную локацию. Например, вот у Антала из 3 2 положительные стороны, его я здесь поставил. Но мне вот вчера выпала Левотейн, у нее стоит 3 положительные свойства, поэтому теперь будет стоять она. Также бывает такое, что склад у вас переполнен, то есть вот данными ресурсами, и, естественно, вам нужно их продавать. Продавать нужно желательно каждый день, чтобы пополнять, увеличивать уровень лагеря, уровень аванпостов. То есть мы берем, выбираем те вещи, которые нам необходимы. Вот большое количество у меня Ориджиода, то есть беру его, но обязательно не трачу его целиком, потому что данный ресурс применяется для изготовления других материалов, для тех самых материалов, которые делают артефакты. Соответственно, я могу взять всего лишь половину, где-нибудь вот так вот, продаю, все остальное оставляю до завтра. Завтра опять там станет 200 с чем-то, 2000 с чем-то, 1000 с чем-то продам и 1000 опять оставлю на будущее. И так делаем по кругу, естественно. Есть, конечно, материалы, которые ценятся больше. Вот, например, батареи, да. Поэтому в своем случае я сделал на базе изготовления вот данных батарей. Потому что данные батареи применяются много тоже где. Например, используются на этом аванпосте. Здесь они не используются, но используются на вот этом третьем. Да, вот здесь они еще используются, то есть они мне еще и здесь пригодятся. А делаются они, в принципе, быстро. Сейчас я вам покажу. То есть я точно так же по-быстрому изготовил данный процесс. И у меня потихоньку, да, здесь не очень быстрый процесс, но понемножку хотя бы что-то идет. Они мне нужны иногда для продажи, иногда они пригождаются для пауэрбанков, чтобы подпитывать базы, потому что от них больше идет, чем от камней энергии. Также не забываем про древо навыков самих заводов. Желательно мы не тыкаем просто все подряд, да, вот так вот рандомно изучить, потому что все-таки, наверное, у вас не все собранные данные предметы. Мы идем по той линии, которую нам предоставляет сама игра. Вот видите, рекомендация. Вот, то есть, если рекомендуется, мы нажимаем и изучаем. Но у меня сейчас требования не соблюдены. Да, мне нужно достичь энергии больше. И таким образом мы дальше продвигаемся по древу, он нам подсказывает, что дальше нам требуется для изучения. Потому что если вы будете тыкать рандомно, вот, например, сначала пойдете в оборону, да, для своих баз, вы упустите какие-то моменты, которые вам будут уже необходимы. И естественно, также не забываем про энергию, которая, как и везде, есть, копится каждый день. Потому что если она достигнет максимума, это просто зря потраченный опыт, а в данном случае в начале самой игры опыт очень важен, потому что это помимо повышения уровня аккаунта,
вы сможете прокачивать лучше и сильнее своих персонажей, лучше добывать какие-то артефакты на свои пушки, лучше получать материалы для прокачки. За каждый уровень вам даются гемы, естественно, плюс. Помимо прокачки уровня у меня уже пропало, да? Но вот здесь вот за там 20, 30, 45 уровень вам даются хорошие награды, очень много валюты местной для круток в баннере. И плюс на 45-м еще дается чемоданчик с оружием, поэтому, да, тоже не забываем, обязательно тратим энергию хотя бы на что-то. Вам все не будет лишним. Например, даже вот прокачка персонажей, вот у меня уже иногда бывает не хватает данных ресурсов, поэтому можно просто как бы перейти и уделить этому время. Не забываем про награды узла вот здесь вот. Это очень полезная штука. Также, где вы можете очень много залутать валюты, залутать очень много опыта. Все это делается достаточно просто, легко. Ну вот уже на 9 я уровне. Здесь уже немножко потяжелее, но тоже, в принципе, уже скоро вот это вот закончу, а это после этого приступлю. По поводу прокачки персонажей. Здесь, наверное, даже еще проще. Статы ты вообще, соответственно, сам не прокачиваешь, не ищешь, это никакой не рандом. Ты просто берешь, закупаешь артефакты и ставишь на своего персонажа. Единственное, нужно понять, какие кому артефакты, но это тоже делается очень просто. Вот, например, этому персонажу мы видим подсвечивается ловкость, то есть этому персонажу в первую очередь необходимо больше всего искать ловкости. Естественно, мы видим вот здесь вот ловкость присутствует, да, здесь ловкость, здесь тоже ловкость. Плюс видим характеристики данного комплекта, что эффект повышает физический урон. Короче, персонаж является физического типа, естественно, ему все это подходит. Просто ставим и радуемся. Также не забываем про прокачку данного древа навыков, потому что вот это вот тоже очень сильно много дает, например. Также здесь какие-то дополнительные способности могут открываться. И также не забываем прокачивать, естественно, таланты, потому что без прокачанных талантов вы не пройдете сюжет в дальнейшем. Оружка, в принципе, тоже очень вроде понятно выбирается. Здесь вот, например, стоит, да, вот палец вверх, что оружие ему подходит. Вот это ему, например, вообще не подходит оружие. Вот это что-то подходит ему, это тоже ему подходит. Плюс обязательно читаем вот здесь информацию, что здесь требуется для ее активации. Это вот, в принципе, его сигнатурное оружие, которое вы можете купить бесплатно. Ну, как бесплатно. За кэшбэк после круток баннера персонажа вы можете перейти в магазин обменником, ворушки, и купить вот здесь оружие на ГГ своего. Не пожалел денег, вот абсолютно полезная штука, плюс, мне кажется, на какого-нибудь будущего физического персонажа тоже станет хорошо. Еще мы не забываем ставить этим оружием эссенции. То есть мы вот здесь вот смотрим, что оно увеличивает еще ловкость, увеличивает атаку. Изначально я по игре вообще думал, что даже вот эти подходят эссенции, но нет, видим, что они подсвечиваются темным, они вообще абсолютно, видите, ничего не меняется в характеристиках. А вот уже которые нормально выглядят как игровые на персонаже. Здесь мы уже вот можем смотреть на характеристики, что лучше для чего. То есть вот, например, мы меняем на вот эту эссенцию, видим, что ловкость понизилась, то есть стала плюс 36, а здесь ловкость плюс 52. Естественно, мы выбираем вот эти характеристики. Плюс они, видите, сами подсвечиваются, то есть увеличение ловкости, увеличение атаки. То есть это то, что нужно этому персонажу. Увеличение силы не особо ему сильно подсвечивает. То есть вот, например, вот здесь вот тоже две характеристики вообще не нужны ему, а одна только нужна. То есть, соответственно, вот эта эссенция будет на нем смотреться лучше. Также мои мысли по поводу системы баннеров. Если у вас нет 120 круток, не суйте сюда. Потому что иначе вы очень вряд ли выбьете персонажа. Я не хотел выбивать изначально Леватейн, но так как у меня не было особо персонажей, идти по сюжету хотелось, играть также хотелось за новых персонажей, я все-таки крутил этот баннер. Плюс на 60-й там следующий персонаж будет Саппорт, который очень полезный. И я думал, докручу до 60-й крутки, потому что после 60-й крутки потому что вам дается вот такая вот штучка, досье найма. Как только появляется баннер нового персонажа, вам автоматически дается 10 круток в этот баннер. А я ее хотел выбить, вот, короче, теперь я уже вряд ли сомневаюсь, что я ее выбью, потому что вот данная леди меня скамила вообще до последнего.
На какой? На 60-й, наверное, мне выпало. Арделия, да. Арделия мне выпала на 60-й где-то. Поэтому, если у вас нету 120 круток, даже не суйте сюда. Потому что если все, что выше 80 будет, у вас ничего не сохранится. Это просто баннер потеряется. Но так как я уже там накрутил, где-то было 80, да, по-моему, там круток. Плюс у меня оставалось до леги еще где-то там 20 круток. То есть буквально у меня там нужно было сделать 30 круток до самой Левитейн и 27 до какой-то легендарки. В итоге мне сначала выпала Арделия в этом баннере, потом на 118 крутке мне выпал Пограничник, и вот она уже только у меня на гарантии выпала, на 120. Я думаю, вот в дальнейшем, это сейчас много круток навыдавали, а вот в дальнейшем вряд ли у меня бы получилось, в принципе, добиться. И я бы остановился где-нибудь на 90-й крутке, у меня бы все эти крутки сгорели, и все бы пришлось начинать заново с новым баннером. Мне кажется, эта система круток здесь сделана прям, вот знаете, специально для того, чтобы вырабатывать в себе сдержанность, не крутить на кого попало. Но на старте игры, естественно, как бы без этого куда. Хочется поиграть за всех новых персонажей, поэтому ни о чем не жалею. Мне кажется, она, по-моему, все равно очень самая сильная. Надеюсь, Power Creep не будет очень быстро, потому что вот там вроде как в следующем, наверное, патче, да, будет красная как шапочка вот эта вот девочка, Росси. Она вот просто выглядит либо как огненная, либо как физическая. Одно из двух. Поэтому будет обидно, если Россия будет огненная, так как я ее тоже как бы хотел. Ну ладно, смотрим, что будет дальше. На этом как-то так. Всем успехов в дальнейшей игре. Надеюсь, вам это видео чем-то помогло. Спасибо за просмотр.